Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня предлагаю вам отправиться на охоту за большой-большой глубоководной рыбой. Поэтому буду идти медленно для того, чтобы вы успевали не только слушать меня, но и нащупывать это внутри. Я думаю, что каждый из вас столкнулся с тем, что когда пришел к исследованию внутреннего мира, то как будто бы начал узнавать, что он еще хуже, чем про себя думал. То есть вот это узнавание, познание того, как устроен мир, откликалось внутри своей плохостью. И казалось, что Ольга Демчук рассказывает о том, какие вы плохие, а не об общих каких-то процессах и структурах нашей психики. Но через некоторое время те, кто остался на этом канале, поняли, что понимание того, как устроен внутренний мир, дает возможность им управлять. Но вот это вот ощущение плохости при узнавании про себя правды, оно нас ведет по узенькой тропиночке к большой структуре, которую мы условно можем назвать «идеальное я». И поэтому этот ролик называется «Я, который лучше меня». Я думаю, что вы неоднократно встречались с тем, что при просьбе что-то рассказать о себе в голову лезет какая-то ерунда, и хочется говорить о себе как что-то такое непонятное. И при этом вопросе даже возникает ощущение такого легкого пренебрежения к себе, и как будто и рассказать о себе нечего. И в этот момент мы с вами соприкасаемся со своим взглядом из идеального «я» на реальное «я». То есть мы смотрим как будто из лучшей версии себя на это убожество, с которым приходится жить. И в целом мы этим убожеством не очень довольны. Какое-то оно и добилось непонятно чего, и качества у него абы какие. И этот взгляд, он как будто вы не на своей стороне, вы смотрите на себя придирчиво. Идеальное «я», оно не узнается нами, но нащупывается во многих наших проявлениях. Например, вот этот рассказ про себя как про не очень может быть рассказом про себя как про очень. Особенно, когда мы сравниваем себя с кем-то, и этот кто-то однозначно плохой. Вот это наша фраза «я так никогда не делаю», «я так никогда бы не поступил», «у меня даже мыслей таких нету». То есть мы с вами неосознаваемо курсируем от восприятия себя как убожества до восприятия себя как того, кто лучше. И этот лучше может быть лучше, чем реальное «я», с которым приходится жить, может быть лучше, чем какие-то другие люди. То, что принято называть нарциссическим расстройством, имеет непосредственное отношение к нашему идеальному «я». В принципе, оно есть у всех. Это невозможность выносить свою плохость. То есть, когда у человека восприятие себя не идеального как отвратительного, у него по отношению к себе возникает ярость. Он этой яростью сокрушает себя, он уничтожает себя. И из-за этого человек не может прикоснуться к себе реальному, он не может исследовать свои проблемы, потому что на каждую обнаруженную проблему идет тут же наказание. И поэтому единственная возможность не терзать себя становится обвинение других и терзание их.
Но я думаю, что каждый из вас вспомнит моменты, когда хотелось обвинить другого и вывести себя из-под удара. И мы с вами уже говорили в предыдущих роликах о том, что вот эти постоянные диалоги в голове, когда я должен оправдать себя, что я правильно поступил, для того, чтобы не раскрушить себя. И вот это вот смотрение на себя как на худшего, вот этот взгляд, таким же взглядом можно смотреть и на других людей. Вот когда я говорила, что я бы так никогда не поступил. То есть фактически человек, который привык воспринимать себя реального как божество, он получает мгновенное повышение самооценки за счет восприятия себя идеального как того, кто лучше, чем этот реальный. Этим же взглядом человек смотрит и на других, как на худшее, чем мой некий идеальный образ. И человек в эти моменты как будто действительно не помнит, что и он обманывал, и он не договаривал, и он манипулировал. То есть у каждого этого в разной мере, но каждый делал так. И если он думает, что не делал, это может быть просто неузнавание. Но вот это желание самоутверждаться и на себе, и на другом. И вот эта структура нашего идеального «я», она как будто парит где-то в небесах, и мы, перемещаясь туда, всегда ощущаем приятные чувства, вот когда кто-то другой сделал что-то не так, и мы рассказываем про этого другого, в этот момент приятное чувство превосходства. И мы его с вами не узнаем. Но мы прекрасно узнаем, когда мы попадаем под удар идеального «я», когда она нас сокрушает, вот в этот момент ощущение себя ничтожеством, божеством, неполноценностью, тогда мы это чувствуем. Помимо этого происходит постоянная проекция идеального «я». То есть, например, когда мы с вами приходим в компанию и по какой-то причине считаем ее какой-то особенной, очень умной, очень интеллектуальной, или очень богатой, или с каким-то важным статусом, не знаю, там, политики, деятелей, культуры, то в этот момент мы в этом ощущении хуже полностью выталкиваем образ идеального «я» и назначаем всю эту толпу, всю эту компанию тем, что пренебрежительно относятся к нам. То есть в идеальном я пренебрежительно смотрю на других, я самоутверждаюсь на них, обесцениваю. Но если я так делаю с другими, то в определенные моменты жизни, если кто-то другой конкретный или компания людей будет восприниматься как нечто лучше, чем я буду этот образ идеального я полностью им отдавать, и как будто смотря их глазами на себя, воспринимать себя как вот это самое ничтожество и убожество. Это можно спроецировать и в одного человека. Всегда это проецируется в какого-то главного, скажем так, лучшего. И тогда, когда мы разговариваем с этим лучше, мы его так назначили, мы будем ощущать себя абсолютно незащищенными, как будто мы немного голые. То есть у нас страх перед собственным идеальным «я», мы его боимся, боимся сделать ошибку, боимся обнаружить в себе что-то плохое. И такой же страх возникает перед человеком, которому мы отдали эту функцию. И тогда мы можем не говорить, а лепетать, как будто отключается ум, отключается уверенность в себе. И если от этого человека еще что-то надо, то мы как будто становимся дебильными. То есть мы перестаем соображать и превращаемся в такого ребенка, который выдает из себя несуразный лепет. Но мы можем
и чувствовать, когда другой находится в идеальном «я» и смотрит на нас, как на это ничтожество. То есть мы с вами разобрали, когда я проецирую это идеальное «я», и человек ведет себя спокойно, но мы его наделяем определенными качествами, начинаем раболепствовать. Но мы можем встретиться с тем, потому что идеальное «я» есть у каждого человека, когда другой действительно смотрит на нас как на худшего. И тогда вот эта худшесть, она или же от проекции, или же от реального взгляда другого, не имеет значения. Мы можем с вами воспринимать другого не только идеализированного, как тому, кому мы подчиняемся, раболепствуем, ведем себя униженно, но можем с вами войти в противостояние. То есть мы начинаем воспринимать слова другого человека избыточно агрессивно. Мы как будто слишком защищаем себя, нас слишком ранят эти слова. Наше самолюбие шкварчит прямо от каждого не того взгляда и не того слова. И здесь важно понимать, это проекция или человек себя так ведет. Потому что если я не в состоянии присвоить себе свое, то я могу стартовать на другого человека абсолютно беспричинно. Но даже если другой действительно смотрит на нас как на что-то худшее, то мы можем себя почувствовать худше, если мы соглашаемся на это. То есть у нас тут натоптанное местечко, такое обжитое этого худшего, и мы можем в эту худшесть, привычную для себя, попасть. Или же можем с этим человеком уходить вот в это идеальное «я» уже, когда мы начинаем с ним входить в пикировку. Но мы не можем адекватно, спокойно, интеллигентно отстоять свои границы. То есть это или такой побег и угодничество, или же, наоборот, избыточное противостояние. Когда мы с вами заходим в незнакомую компанию, это особенно ощущается, мы можем выглядеть высокомерными, но нам внутри кажется, что мы сейчас боимся. Это тоже вот это вот расщепление на идеальное «я» и ничтожное «я». Мы как будто прячемся за его спиной, мы его демонстрируем другим, мы выглядим напыщенными, высокомерными. Но из-за того, что мы не привыкли наблюдать у себя это расслоение, нам кажется, что мы боимся, потому что в реальности мы боимся, но эмиссаром, нашим представителям мы выставляем идеальное «я». И тогда мы иногда с удивлением наблюдаем, откуда у нас вот этот высокомерный, напыщенный тон, или же почему люди на нас так смотрят. И вот эта вот смена роли, я то идеальный, то ничтожный, идеальный, то ничтожный, это неизбежно. То есть мы будем то в одной роли, то в другой, то в одной роли, то в другой. И если у нас нету, то есть вот это вот модус восприятия «ты хуже или лучше», у меня это было в предыдущих роликах, можно посмотреть, то мы неизбежно будем или бочком «я лучше», или бочком «я хуже». И это будет зависеть от таких мелочей, от каких-то триггеров абсолютно неважных. Мы делаем этот вывод и можем упасть в эту лучшесть и худшесть. И это повергает нас в достаточно категоричное восприятие других людей. То есть мы не можем их воспринимать как и себе целостно, и мы начинаем их как будто расфасовывать на две категории. Какие-то идеализированные, прекрасные, и какие-то ужасные. Помимо этого, пребывание под взглядом идеального «я», оно делает нас токсичным, потому что мы фактически находимся с вами в состоянии жертвы, в состоянии убожества, и другие люди
могут считывать это, то есть пренебрежительно относиться к нам, потому что мы выставляем себя как вот такое убожество, не замечая этого. То есть мы, как я говорила, можем повернуться бочком «я идеальный, высокомерный» или же бочком «я убожество» и не понимать этого. И вот это отвратительное отношение к себе будет считываться другими, и они будут по-звериному абсолютно ощущать, что так можно с нами, и будут себя так вести, а мы будем удивляться, почему к нам именно такое отношение. То есть этот механизм достаточно сложно выловить. Но когда ты понимаешь его, ты понимаешь, когда ты туда попадаешь, и можешь уменьшить сначала пребывание в нем, а потом постепенно от него отказаться. Почему идеальное я такое неуловимое? Я свой ролик начала со слов: мы будем охотиться за крупной рыбой, но ее достаточно сложно поймать. Человек, с одной стороны, понимает вот боль от этого гнобления, понимает свою невозможность прикоснуться к себе реальному, что-то изменить, потому что он тут же себя атакует. С этой ролью пострадавшего человек еще более-менее смиряется. Но свое идеальное он не может отдать. Как я говорила, это быстрый способ повысить самооценку, это возможность чувствовать себя лучше, чем другие по каким-то своим придуманным параметрам. И помимо этого, идеальное я – это наша надежда на лучшую жизнь, на мир, когда все будет по-моему. То есть мы храним с младенчества, вот когда ребенок рождается, каждый ребенок рождается на троне, потому что он воспринимает мир как тот, который должен о нем заботиться. И это первое, скажем так, я такими терминами не пользуюсь, нарциссическая травма, когда этот ребенок понимает, что мир не вертится вокруг меня. И эта надежда, что мир будет вертеться вокруг меня, она остается. Она остается такой фантазией, куда человек может уходить и все равно верит, что он где-то будет победителем, где-то будут люди, которые будут его любить, где-то он будет королем или королевой. Даже какое-то маленькое сообщество, но он там будет вот этим самым лучшим, он там будет самым главным, и человек может напридумывать себе это, обесценивая других людей, что он лучше, например, в каком-то сообществе. То есть создает какой-то мирок, как бы дружит, но в то же время постоянно самоутверждается в голове на своих друзьях. И вот это вот ощущение лучшести, оно неизбежно будет потом приводить и к ощущению худшести. Когда избыточно идеальное я, человеку достаточно сложно реализоваться, потому что параметры, они не соответствуют действительности, и у него такое яростное отношение к своим ошибкам и неудачам, что ему проще ничего не делать, чем попадать под удар этого идеального я. Вот такая это непростая структура, и важно ее знать. И с одной стороны, человеку сложно отказаться от нее, потому что он тогда как будто остается ни с чем, без возможности быть лучше. И отказ от этого возможен, когда у человека появляются какие-то достижения. То есть нечто в реальности, за что он может себя ценить, и поэтому работа зачастую становится, ну вот профессиональная реализация, единственной возможностью выйти из этой патологической схемы. И получается, что мне надо как будто добавлять свою ценность жизни и постепенно отказываться от этой быстрой ценности «я лучше себя или другого» в этой схеме идеального «я». То есть я туда буду попадать, но мне надо попадать туда как можно меньше. Отслеживать мысли из идеального «я», понимать, что это оно про себя, про других, анализировать адекватность, неадекватность оценки достижений, наблюдать за тем, как я обесцениваю других. И это обесценивание других, понимаете, оно приятное на вкус, но мы этим самым укрепляем наше идеальное «я». Напишите, пожалуйста, в комментариях, обнаруживаете вы свое идеальное «я» и по каким признакам вы понимаете, что оно включилось. Может быть, вы дополните те примеры, которые я приводила, или выскажите что-то новое. И перед тем, как я с вами попрощаюсь, я хочу вас пригласить на самый экстремальный проект,
который я веду, он называется Connect, и я там буду проводить открытые психоаналитические сессии, и там будет возможность прикоснуться наживо к внутреннему миру человека. У нас будет 8 смельчаков, 8 добровольцев, которые выйдут со мной на сессию, и они позволят через их внутренний мир показать, как этот внутренний мир выглядит для зрителей. После каждой сессии я буду разбирать, почему я именно так вела сессию, с какими структурами я встретилась. И потом вы сможете мне задать вопросы, почему я сделала те или иные выводы. Так что приходите в октябре на Connect, а я с вами прощаюсь. До встречи.